Всех приветствую на нашем канале. Сегодня, наверное, предпоследняя летняя распаковочка. У меня еще идет один заказ. И, наверное, все я закончу и с летними вещами. Возможно, вообще с вещами тему. Вот, потому что все, конечно, меня, я уже неоднократно говорила, разочаровывает. Возможно, что-то можно выбрать, но вечно качество не соответствует фото. Состав ткани не соответствует заявленному. Вот, поэтому для меня лично это разочарование. Ну, приступаем. Посмотрим, что сегодня. Так, первое это джинсики в таком интересном цвете, размер XL. Сделала я еще одну попытку заказать джинсы. И, скорее всего, больше пытаться и не буду. Расцветка красивая. Не знаю, цвет и не розовый, и не коралловый. Так, вот такая моделька. Клепка без рисунка. Клепок больше нигде нет. По качеству претензий нет. В принципе, все прошито, как в обычных джинсах. Все хорошо. Так, внизу тоже бахрома. Я фуксию распаковку уже делала. Не в предыдущем, но в каком-то предыдущем видео. Вот, по распаковкам. Так, швы нормальные. Опять очень сильная резинка. Так, ну здесь видно, что здесь край немножко шире, чем в фуксии было. То есть уже не такая узкая, не так будет ногу облегать. Но опять меня смущает эта резинка. Что-то вообще не знаю, у них без резинок бывает джинсы. Но это, наверное, только в синем цвете. Без спандекса. То есть мне попадались модели, но что-то мне тот цвет не понравился, то модель не понравилась, не заказывала. Хотела вот именно такой вот летний вариант в ярком цвете выбрать я. Ну, похоже, мне так и не повезло. Не знаю, посмотрю, но по содержанию, скорее всего, они опять мне на ногах не сядут. Все это будет некрасиво. Вот. Поэтому вот такой вариант. Но девочки, у кого красивые фигурки хорошие, у кого хорошие ножки, вариант очень симпатичный. Сами джинсы, в принципе, я рекомендую. По качеству нормальные. Так, по составу 85 хлопок, 13 полиэстер, спандекс 2. Но опять у них спандекс 2. По факту спандекс, посмотрите, точно не 2. Это очень сильный спандекс. Вот такая моделька джинс. Стоимость 8504 тенге. Размерная сетка. Максимальная 2XL. Размерчик. Так, естественно, здесь и другая пуговица. То есть опять заявленное фото не соответствует. Цвет похожий, но явно, что они подделывали. Ну, опять хочу сказать, что количество спандекса здесь вот в этой части тоже видно, что его намного меньше. Джинсы я примерил, но я даже не буду вставлять видео. Это не мой фасон. И вообще обтянули они меня ужасно некрасиво. Вот, поэтому видео вставлять я не буду. Но скажу так, у тех, у кого хорошая фигурка, хорошие ножки, джинсы будут смотреться хорошо. Вот. У тех, у кого есть какие-то изъяны на ногах, то есть даже и не смотрите, не покупайте их. Так, сделала я еще одну попытку заказать, не знаю, как он называется, кардиган, не кардиган, накидушка-сеточка для летнего прохладного вечера. Этот раз я заказала размер намного больше. Я уже делала обзор похожей сетки. Ну, там размер я брала, по-моему, свой или на один всего больше. И, естественно, там ничего не село. И форма была не такая, как на фото. Этот я заказала вообще 4XL размер. Боюсь, как бы она не сильно большая была бы.
сильно широкая, конечно, получается, очень широкая. Посмотрим. Ну, по крайней мере, низ уже здесь сядет лучше, потому что нет вот этой резинки, которая будет здесь стягивать и вот это место пузырить. Оно будет в свободном падении. Так, вот размер 4XL. Так, не видно. Так, 4XL, 100% полиэстер. Но вы знаете, очень мягкая. На стеклянный полиэстер не похожа. Похоже больше, наверное, на какую-то катоновую нитку. Так что в плане качества могу рекомендовать, если вы подберете на себя размерчик, который хорошо сядет. Цвет это у меня какой-то соломенный песочный. Может быть, надо было белый взять. Так, вот такой вот вариант сетки. Ну, тоже буду примерять. Посмотрим, как сядет. Но что-то ощущение, что очень большая. Может быть, надо было меньше заказать. Что-то с радости размахнулась на побольше. И, возможно, зря. Так, называется он кардиган с вырезами. Так, стоимость 5768 тенге. Так, эта моделька идет у нас, получается, размер плюс сайз до 5XL. Я заказала 4XL. Заказала вот такую большую для того, чтобы она села как на модели. То есть вот так вот свободно не спадала, чтобы вырез мог спадать на одно плечо. Вот из этих соображений я сделала такой большой размер в заказе. Так, ну смотрим. Так, похоже, но могу вам сказать, сетка намного мельче, чем на модели. Так, сейчас я открою опять. Так, смотрите, сетка какая мелкая здесь. И какая крупная сетка получается на модельке. То есть дырочки намного больше. Да, намного больше. То есть опять получается подделка. Опять подделка. Так. В разных цветах. Кстати, фотографии что-то разные сетки. Здесь тоже она помельче уже идет. Рисунок, чем первая. Это соломенная была, которую я заказывала. Так вот в таком коричневом цвете. Вот это то, что я заказывала. Но цвет, я бы сказала, немножко отличается. Здесь больше, наверное, он даже не бежевая, не соломенная. Здесь, мне кажется, больше она как хаки идет. А этот цвет идет просто светло-коричневый или бежевый. Цвет отличается. Так, ну а здесь, получается, представлены вот такие вот разные расцветки. Так, следующая моделька — это брюки. Брюки, так. Состав. Это хлопок или это не хлопок? Так, это получается 90... Так, видно? Так, это получается 95% кантон, 5% полиэстер. Ну да, он ощущается. Хлопок здесь чувствуется. Но хлопок, естественно, самый дешевый, какой можно только себе придумать. И мне почему-то кажется, что эти брюки очень быстро на нашем солнце, по крайней мере, октаусском, выгорят. Так, моделька мне нравится. Она идет на резинке. Такие летние штанишки. Так, есть карманы. Штанишки свободные. Не облегающая модель. Так, внизу резиночки. Так, пошиты, в принципе, нормальные. Так, здесь резинка отстрочена. Эти завязки тоже. Да, они по всей окружности вставлены.
Так, размер это у меня 2XL. Не знаю, посмотрю, не большеваты ли они мне. Я взяла на всякий случай побольше, чтобы они случайно не были там в обтяжку в ногах. Поэтому надо смотреть. Так, по качеству претензий нет. Ничего не торчит. В принципе, прошито все нормально. Нитки не торчат. Швы ровные. Так, ну это какая-то присоседилась нитка. Вот я заметила, на тему нету хорошего катона. Ну, такой катон, как сорочечный, какой-то батист. Нету. У них вот катон, это вот считается, это вот такой вот, я не знаю, как он называется, но самый-самый дешевый катон, который можно себе только представить. Вот в основном у них представлено вот из этой ткани. Тоже хотела себе что-то выбрать из натурального состава, но это некрасивый катон. Нет, не купишь ты там красивые рубашки, батистовые, тонкие. Все или полиэстер идет, или если катон, то вот такой вот вариант, не знаю, даже как описать этот катон, что он из себя представляет. Такое ощущение, как раньше в Древней Руси шили себе рубахи нижние. Вот так бы я его, наверное, описала. Так, стоимость штанишек 5200 тенге. Максимальный размер 2XL. Так, выглядеть должны штанишки вот так. То есть, получается, они на высоких девушках будут как укороченные. Так, уже сказала, рост 160. Там на модели вот так вот, наверное, длина. Ну, в принципе, при желании укоротить несложно, резинку переделать. А можно и так. В принципе, длина приемлемая. Ну, такой вариант. Моделька неплохая. Мне такая моделька, в принципе, должна пойти. Так, они, получается, здесь представлены в одном зеленом цвете. Но, кстати, я видела такие штаны в разных цветах. Просто, видимо, не у этого продавца. Следующая распаковочка. Это футболка. Футболка хлопок. Обычная футболочная ткань. Трикотаж. Кстати, очень слабенько тянется. Вот в ней, скорее всего, спандекса, наверное, этого нету. Да, размер XL. Но, кстати, самый максимальный размер там идет XL. Стопроцентный катон. Да, здесь нету спандекса. Просто хлопок. Она не белоснежная. Немножко, наверное, молочный цвет. Так, рисунок. Они вот эти кофточки, футболки. Их много с разными рисунками. Я вообще думала без рисунка, но вот единственное такой вот я нашла минимальный рисунок. Без рисунка там нет. То Париж написано, то еще что-то. Вот, она идет, получается, с одним открытым плечом. Вот на таких вот тесемочках. В принципе, по пошиву все нормально. Ничего не торчит, дырок нету. Шито все нормально. Так, ну что я заметила, что рукава идут почему-то разной ширины. Тот рукав, который идет с открытым плечом, он уже, наверное, на сантиметр получается, полтора на сантиметра 3, представляете, чем второй рукав. Вот такая вот уже проблемка. Так, стоит такая футболочка 3643 тенге. Так, ну, как я сказала, максимальный размер такой футболки это XL, больше нету. Но мне кажется, что она тесновато будет. Так, стопроцентный катон.
Так она должна быть свободненькая. Ну, я бы так сказала тогда, что она маломерит. Сейчас померю, но мне почему-то кажется, что она будет тесноватая. И последний товар на сегодня это платье. Платье в красном цвете. Ну, здесь, как, по-моему, отображается красно-оранжевое. Нет, оно просто красное. Так, ткань штапель, то есть состав натуральный. По-моему, штапель это натуральный состав. Они пишут всегда район. Район стопроцентный. Ну, по качеству это обычный штапель. Ну, кстати, такой тоненький штапель. Бывает поплотнее штапель, бывает потоньше. Вот этот такой тоненький штапель. Так, состав. Состав не знаю где. Так, где-то шуршит этикетка. Сейчас. Размер я взяла 2XL, потому что здесь нету спандекса. Ткань не тянется. Так, ну и здесь указано стопроцентный район. Район это штапель. Ткань приятная, ничего не могу сказать. Платье сделано 3 воланами. Первый большой волан внизу. Средний волан. Так, здесь сборка идет. Так, отрезной он, не знаю, или по талии, или под грудью. Так, и здесь резиночка. Так, впереди обычный вырез. Платье без рукавов. Не знаю, заказала на пробу, но, по-моему, без рукавов я вообще сейчас не ношу. Руки уже некрасивые, я уже прячу. Вот, но здесь без рукавов. Решила померить, не знаю, а вдруг зайдет. Штапель я люблю. Легкая, хорошая ткань, несмотря на то, что она очень сильно мнется. Так, стоит платье 4744 тенге. Так, максимальный размер платья 2XL. Это как раз вот этот размер, который я купила. Так, цвета разные. Красные, черные, оранжевые, розовые, зеленые, желтые. Вот такая моделька. Ну, в принципе, внешняя модель соответствует платью. Без рукавчиков, легкая, для отпуска, для лета. Очень даже симпатично. Мне кажется, оно будет даже смотреться, у кого низ, бедра, попы полненькие, а верх похудее. То есть для формы фигуры груша вообще будет идеально. Но у меня что-то наоборот яблоко, и я боюсь, что оно будет на мне как раз не очень смотреться. Но в любом случае померим, посмотрим. А для стройных девочек вообще будет красота. Для лета платьишко будет супер. Цвета яркие, красивые. Состав натуральный. Так, и зеленые штанишки. Вы знаете, так, я, наверное, погорячилась, взяв большой размер 2XL. Это я уже здесь завязала. Очень много и складок. И вот здесь вот собирается. Я думаю, кто любит посвободнее, надо брать свой размер. Кто любит даже поменьше чуть в обтяжку, то можно даже на размер меньше брать. Я не думала, что здесь будет большой запас ткани. Наверное, как вы думаете, стоит поменять, да, на размер меньше. Так, футболочка. Ну, вот такое вот открытое плечо. Рукав в обтяжку, в обтяжку. Это тот, который еще и поменьше оказался. Этот более-менее. Но все равно рукава неприятно облегают. То есть ее однозначно на возврат. А здесь они еще и его сделали уже. Так, ну что, примерим сеточку. Правда, я со своими брюками. Так, вот такая 4XL. Ну, по крайней мере, плечо не спадает. Низ спадает. Не спадает, а не спадает. То есть вырез позволяет. Но вот я что-то, если честно, не могу понять. 4XL, не надо ли перезаказать на меньше. Хотя, в принципе, это более-менее по сравнению с той белой сеточкой, которую я как-то делала до этого в обзоре. И цвет, посмотрите,
Как вам цвет? Или белое лучше? То есть вот такой вариант. Ну, тоже можно и на низкой в сланцах, и с каблуками, и даже яркий цвет, и черный сюда пойдет из обуви. Хорошо будет. А на сегодня все. Всем удачи и пока.